как калаш, больше и отдача больше. Соответственно, мне нравится. Всем привет! Вы на канале Мир это просто. Меня, как всегда, зовут Алексей Борода. С нами сегодня Алексей, привет. Приветствую. И его прекраснейшее оружие, наконец-то мы до него добрались, тигр. Чего, ребят, подписывайтесь на канал, лайки, колокольчики, комментарии. По поводу комментариев, ребят, не забывайте делиться опытом владения тигром, да, если есть, чтобы человек новенький посмотрел. Потому что мы с Алексеем, конечно, с Лехой не все можем вспомнить, понятно. Кто-то что-то напишите, то, все. Новенький посмотрел, ага, спасибо, мужики скажут. Начнем. Леш, давай начнем. С чего? Вот по виду мне кажется, что это вообще автомат Калашникова. Если честно... Но наше российское и советское оружие, оно, можно сказать, с незапамятных времен строилось на одной базе и просто модернизировалось. Да. В принципе, да, внешне да, большое сходство. Коробочка вот эта ствольная, ага. Так, Леш, калибр у тебя... 7,62 на 54R. Как говорят, православный калибр. Да. Тот же калибр, что и на Мосинке, если кто не в курсе. Но что можно про этот карабин сказать? В принципе, это СВД. Ну, снайперская винтовка Драгунова. Ага. То есть, какие бы не были различия первоначальные, здесь все восстановлено до состояния СВД. Ага. Стоит ствол здесь СВД с ресурсом 10 тысяч. Ага. Вот. Ну, все здесь от СВД. Единственное, для удобства пользования использую 5-местный магазин, потому что при коллективной охоте больше запрещено. Запрещено, да. Вот. У нас ДТК родной. Все родное. Все полностью. ДТК родной. Леш, мне кажется, он на сколько должен у нас работать? По идее, метров на 800, наверное, да? 970 лесу. Ох, хорошо. То есть ты с ним прям охотишься? Да, в этом году. Угу. То есть, по сути, у нас это гражданин СВД, которая разработана была где-то там, как обычно, у нас в 70-х годах 20 века. Существует к нему масса тюнинга, ложи, приклады, ДТК. Есть ДТК, которые одеваются на данную мушку, есть ДТК, снимают мушку, то есть... Ну, то есть закрытого типа, скажем так. Да, банки. Да, при том, что интересно, тигр обычно, кстати говоря, в дереве у нас идет, да? А СВД, скажем так, вот в таком виде. А тут получается тигр как СВД выглядит. Вот такая вот ситуация. Потому что он и восстановлен до состояния СВД. Да. Мужики, напишите в комментариях все-таки, если мы, может быть, что-то сами не понимаем, чем у нас все-таки отличается тигр от СВД. Ну, потому что я вот, да, там, человек, скажем, с оружием недавно, хотя уже очень много отстрелявший, ну, я не понял, если честно, каких-то вот основных, да, там, таких отличий, ну, нету. Типа как у Сайги, да? Единственное сейчас отличие, нету наплыва под штык-нож. Вот единственное. Вот. Не стали восстанавливать. Ага. Ну и оно и остальное, да, на кабана в штыковую никто не ходит с данным оружием, поэтому это не нужно. Вот. Да, это точно. Так, приклад у нас получается, ну, не складной, складных, по-моему, не бывает, насколько я знаю, да. Нет, люди допиливают, сейчас все это в тюнинге, пожалуйста, складные, мне удобнее. Так, Леш, а вот объясни, пожалуйста, вот я не пойму, вот это что за фигня? А это Нет, предохранитель, вот стандартный, а это чтобы разобрать его для разбора. То есть это, ну, по-советски, скажем так. Да, долезть, грубо говоря, до потрохов до его. Чуть-чуть, раз, оно пук, и разобралось. Вот, и снимается ну все, понял, коробочка у нас снимается, Так, значит, магазин, ну понятно, ну больше магазин сюда, я думаю, смысла нет пристегивать, иначе ты просто, ну... Для охоты 5-зарядного магазина хватает за глаза. Да, как у нас говорит Андрей Баранов, если ты в утку с первого раза не попал, дальше, конечно, можно салютом и проводить, в принципе, по зверю практически то же самое. Да. Ну там, стреляй, не стреляй дальше, а только поле удобрять металлом. Да. Вот и все. Так, прицел, Леш, у тебя, это что такое? Это мне достался от бывшего хозяина, если честно, даже не знаю, что это за прицел. Кратность тоже. Кратность 3,9 на нем. Ну нормально. Это вот, нормально. Подсветка. Ну да, вот она, подсветочка есть. Вот. Слушай, в принципе, очень удобный прицел. Ты давно с ним?
Год. А, всего год. Какой у тебя настрел сейчас с него? У меня... Плюс-минус. Ну, в районе 500. А, ну 500 нормально 500, уже, то есть ты 700, уже к вот нему так. привык. Да, да, да. Ты уже к нему привык, почувствовал его и так далее. Слушай, классно. Значит, ты говоришь, кого Зайцев взял на километр практически? Лесов? Леса. А, леса, слушай, класс. На зайца с данным оружием охотиться запрещено у нас. Ну и да, опять же, что там от зайца нету останется. Смысла, да. Просто нет смысла, да, одни уши там. Фарш в мешочке. Фарш в мешочке, ну да, так и будет. Потому что, да, наш православный калибр, кто не понимает, 54-я гильза, да, а пуля 7,62. Ну, это кошмар, если честно. Да, есть... по сути, это винтовочный патрон. Конечно, конечно. Пулеметный, да, это пулемет. Но первоначально это был винтовочный. Андрей, да, первоначально это же Мосинка у нас разработанный, он, по-моему, в 911 году. Это патрон уже с закраиной, я не помню, в 903-м, ну, короче, 100 лет назад. Да. Чуть больше, да. То есть винтовочный, да, так, чтобы, как говорится, недруг уже никуда не пошел. Причем там при попадании, можно сказать, в любую часть тела, там ее либо отрывает, либо там фарш настоящий, да. Так, ну что нам еще про него рассказать? Я вот даже, если честно, не знаю, потому что наше советское оружие надежное. Проговорить про какие-то поломки, ну, ребят, во-первых, все ломается, во-вторых, это, ну, наше российское оружие, оно рассчитано на среднестатистического, значит, жителя села, ну, как Калашников, да, делался, которому за неделю, за две можно примерно все объяснить, научить стрелять, обучить, пользоваться, чистить, естественно, ухаживать. То есть это, да, не наши там Бенелли, не наши Браунинги любимые, ну, мной любимые лично, вот Браунинги, это просто вот для меня. Люблю. Ничего не могу с собой поделать. Вот, что, я предлагаю пострелять, Леш? Постреляешь сейчас? Да. Посмотрим отдачу. Ну, понятно, опять патрон 7,62 на 54, он хотя бы чувствуется. Потому что наши вот сейчас все любят там, в комментариях, кстати, часто пишут, что у Сайги 5,45 есть отдачи. И каждый раз у меня истерика наступает. Думаю, вы что? Нет, там, если бить прикладом, просто не стреляя, то отдача есть. Ну да, тогда да. Это единственное условие, при котором от Сайги отдача. Да, потому что кто не понимает, что такое отдача, приезжаем в любой, на ранчо, кстати, например, где мы находимся, в Новокуйбышевске, да если в другом регионе, в любую вот. Но лучше приезжайте на ранчо. Да. А так приезжаем, говорим, ребят, дайте стрельнуть магнумом 12-го калибра. Пули грамм так 45-50. И потом рассказываем про отдачу. Приступим. Да. Потерял я его. Где-то у меня. Ага. Не, я люблю этот калибр. Ну, любимый мой все-таки Анрих 308. У меня с ним какая-то любовь. Хороший аппарат. Мы забыли, да, сказать. Давай расскажем про разные стволы, разные нарезы. Да, сейчас выпускаются в разных абсолютно калибрах. 308. Ну, наш, наверное, 5,45, вот я, честно, не помню. 5,45 нету. 7,62, 51, 54. Да. Ну, наверное, все. В натовском патроне малая серия была, но не прижилась. 5,56 на 45. Также существует с длинным, можно сказать, со стандартной длиной ствола, есть с коротким стволом. Нарезы там, по-моему, нарезы есть 240-е, которые сейчас используются в войсках. Здесь первоначально, как использовалось, 370-е нарезы. Войска из-за чего перешли с 370 на 240 из-за появившегося нового патрона бронебойного. Вон что. Для кучи понадобился другой нарез. Ну, вроде все остальное сказали, повторимся, что мы... вот, кстати, стоимость какая, знаешь? Я не помню. Вот, сейчас вот с этими переделками 150 лежат. Есть ОЦ, это именно СВД, то есть заводские первые СВД, которые начали выпускаться для гражданского рынка, это ОЦ
32, если я не ошибаюсь. Угу. Вот. Единственное то есть присутствие это в районе креметок, 150 тысяч она СВД выходит. и креметки. Те стоят в районе 300 тысяч. Ох ты. Да, данные аппараты в стандарте стоковые идут в среднем от 50 тысяч на рынке бэушные. Новые в районе 70-80 и пошли в зависимости от модернизации. Вполне. Да. Грубо говоря, за 100 тысяч можно взять хорошее, новое с оптикой. Уже с оптикой. Да, да. Тут, ребят, важный нюанс. Я от себя добавлю, да, у меня уже есть опыт, кто бы там мне что не писал, я со стрелками много мы общаемся, сам сколько-то настрелял, да. У нас есть Булат, который с рук стреляет на километр, со штатными прицельными приспособлениями. Знаю снайперов, которые вот с таким насовским прицелом не могут попасть на 800 метров. То есть это настолько индивидуальная вещь. Ну, то есть для этой, винтовки, да, назовем, для этой винтовки, для СВД, для Тигра, ну, по моему мнению, не нужен вот такой прицел. Потому что, повторюсь, на километр среднестатистический человек с хорошим настрелом может попасть вот даже с меньшим. Да, да. Вот и все. То есть важен просто настрел. Вот даже со стандартной. Да, то есть если у вас не идет дело вот с таким прицелом, ребята, вам надо либо менять оружие, либо уходить в другой класс оружия. Тут вот, давайте говорить честно. Вот такая ситуация просто, вот всяко бывает. Некоторые берут револьвер, Лех, я наблюдал, стреляют. Макаров берут, все мимо. Да. СВД берут, стреляют. Лобаева берут, казалось бы, все мимо. То есть вот тут кому что. Кому какое оружие подходит. Завершаемся. Алексею говорим спасибо. Вы на канале Мир это просто. Алексей Борода, опять же. Пишите комментарии, лайки, подписки. Пока-пока. Приезжайте на ранчо стрелять. Да, пока.